гелем. Он пенится? Ну, его можно на самом-то деле разными способами наносить. Можно очищать при помощи ватных дисков по принципу, как молочком мы это делаем. А если хочется все-таки умыться, то можно спокойно умыться нормальным вот привычным способом, водопроводной водой, проточной, вернее, водой очистить это все дело. Он легкую пенку дает, не сильно пенится. В нем есть компоненты, поверхностно-активные вещества, которые дают легкую пенку, и можно даже маленьким деткам очищать кожу, так как они не вызывают раздражения слизистой глаз, эти павы. И, соответственно, наш очищающий гель мы применяем для очищения век. Ну, как очищать веки, мы уже в разных роликах это демонстрировали. Сегодня я просто очищаю. Ну, ты ресницы оставишь сегодня. Да, сегодня ресницы я могу оставить, так как у нас программа электропилинг. Вообще, что хочу сказать еще о процедуре электропилинг. Все-таки я рекомендую делать эту процедуру не сразу, когда вы получили аппарат. У нас вот моя любимая рекомендация, я ее придерживаюсь сама и рекомендую остальным, все-таки вначале сделать с Mesoform Pro нашу любимую программу Detox плюс Facelifting. Она занимает у нас там порядка 25 минут. Таких программ нужно сделать 5, а потом сделать 6-ю программу электропилинг. Почему так нужно сделать? Потому что даже вот программа Detox, она запускает определенные процессы. И вам тогда будет более понятно, в каких зонах нужно сосредоточиться, проработать именно с нашим гелем для дезинкрустации. Куда я выдела? Вот он. С нашим гелем для дезинкрустации. Потому что вначале, когда вы получите аппарат, вам будет хотеться сразу везде сделать чистку. То есть вначале общие процессы запустили программой Detox и лимфодренаж, и Detox и фейслифтинг, а потом начинаем делать процедуру электропилинг. Так, это я уже очистила лицо. Дальше тоник с АХ-кислотами. Он у нас в виде легкой подготовки перед чисткой. Ну и вообще перед каждой процедурой с Mesoform Pro. Работает как кератолитик, то есть снимает ороговевшие чешуйки очень мягко и деликатно, поэтому я так обильно смачиваю ватные диски. И таким как по массажным линиям с легким нажатием по стандартным нашим любимым массажным линиям. Около 1,5 минутки, в среднем 1,5 минуты мы тонизируем кожу. Что хочу еще сказать. Почему так важно тоник с АХ-кислотами использовать перед процедурой электропилинг? В составе есть немножечко салициловой кислоты. То есть если есть склонность к высыпаниям, либо склонность к закрытым комедонам, соответственно, этот процесс он будет постепенно регулироваться. Но ее совсем чуть-чуть, поэтому наш тоник, он подходит абсолютно для всех типов кожи, потому что у каждой, наверное, девочки какой-нибудь воспалительный элемент хоть раз в жизни добыл. Так. Что еще можно сказать о подготовке кожи к электропилингу? Если прям сильно нужно почистить кожу, тогда лучше все-таки сделать маску энзимную. Эта энзимная оживляющая маска, она прям как пилинг работает. Она уже на этапе подготовки начинает чистить, шлифовать, снижать воспалительный процесс. И, соответственно, тогда программа чистки это как такой вот, прям очень, очень результативный будет момент. Если у вас, например, такая кожа, как у меня, то достаточно даже тоника с АХ. Но, опять-таки, для своей кожи я маску энзимную где-то раза 3 в месяц точно делаю. То есть раз в 10 дней мне ее вполне достаточно. Итак, дальше мы приступаем непосредственно к процедуре. Сейчас момент, я выпрыгну из кадра. Нужно без средства. Мы помним, да, о том, что мы обрабатываем манипулы до процедуры. И после процедуры, соответственно, тоже. Любое дезсредство подойдет. Сейчас их много у всех. В доме есть они. Ну что, спирт, перекись, спирт, не знаю, АХД, допустим, хорошо еще работает. Так,
Я делаю сейчас процедуру на версии аппарата Mesoform Pro Advance, поэтому мне не нужны никакие дополнительные пассивные электроды, так как у меня пассивный электрод, он уже вот здесь, в этой части манипулы. Выставляем режим минус. Время для моей кожи достаточно будет 5 минут. По протоколу у нас идет 10 минут. У меня будет программа чистки. Это Т-зона, лоб, нос и подбородок. Но, естественно, я проработаю еще дополнительно щечки. Ну, слегка так, чтобы Да, везде да, пройтись да. чуть-чуть. Но акцент, конечно же, будет на средней части лица. И в данном случае эту программу мы начинаем с лба. Теперь возвращаемся к тому, что я говорила вот буквально несколько минут назад, что процедуру электропилинг мы делаем после 5-6 процедур детокс плюс фейслифтинг. То есть мы разогнали, лимфа у нас циркулирует классно, поэтому спокойно можно начинать делать процедуру со лба. Плотным слоем наносим гель для дезинкрустации. Ну, можно прям мне в данном случае на все лицо нанести. Ну, потому что ты быстро будешь Да, работать, да, он не да. успеет схватиться. Да, когда вы будете делать процедуру все-таки 10 минут, то либо по мере необходимости добавляете гель, либо просто наносите по зонам, так как это мы делаем вот стандартно во всех наших видео, ну и во всех наших программах. То есть плотненько, так как маску укладываем. Не так прям, чтобы все там скатывалось вниз ручьями. Так, распределили гель для дезинкрустации. Такого флакона, кстати, хватит, ну, я думаю, если процедуру делать раз в 10 дней, ну, на месяцев 9 точно должно хватить. На год даже. На год даже. Нажимаем кнопку «Старт», регулятор интенсивности в минимальном положении и начинаем со серединки лба 5 движений в одну сторону, 5 движений в другую сторону. Движения плавные, постепенно увеличиваем интенсивность на аппарате. Работа мягкая, плавная. Я не нажимала, но у меня уже появился румянец. И продвигаемся к височной области. Такими же движениями возвращаемся назад. Спиралевидные линии. У височка делаем завиток. И возвращаемся обратно. Дальше от центра. И к краю лба. То есть просто круговыми движениями. Да. Ну, мне еще нравится все-таки, когда я двигаюсь вправо, то я вправо прокручиваю спираль. Когда возвращаюсь назад, я меняю. А как часто вообще, вот если такая ситуация, как у тебя, ты как часто вообще делаешь электропилинг? Ну, я на самом-то деле электропилинг делаю себе не часто, несколько раз в год. Мне больше все-таки нравится делать перед процедурами с Mesoform Pro нашу энзимную оживляющую маску. Ну, мне просто так, для моего типа кожи больше нравится. Просто у тебя показаний как Да. таковых нет для Да, электропилинга. а вот если вот девочки, которых я прям знаю, когда такая кожа плотная, пористая, и это люди, у которых профессия связана с тем, что они постоянно наносят грим, то есть он плотный, он забивает поры, хотя они много всего используют для очищения кожи, то вот у них прям за полгода кожа полностью перестраивается, то есть все-таки меньше этих забитых пор, и очищение прям хорошее идет. Так можно немножко увеличить. То есть крылья носа, как мы прорабатываем, да, вот прям по крылу носа, кончик носа, спинку носа. С левой стороны также крыло носа. Ну, вот в этих участках также есть расширенные поры всегда. Но эта процедура вот лично для моей кожи чем хороша, что после нее очень хорошо сужаются поры. Данный этап вот сейчас что я делаю? Сейчас я открываю поры, очищаю их. Потом мне нужно будет смыть это средство, которое я использую сейчас. И дальше закроем поры. Теперь по линиям. Что мы делаем на средней части лица? То есть здесь мы опять-таки, да, локализация расширенных пор всегда больше. Здесь мы прокрутили спиралевидно, и в сторону можно уйти линейно. Опять-таки здесь прокрутили,
и ушли линейно. Над губой также прорабатываем. Программа электропилинг, она еще чем хороша? После нее очень хорошо осветляется кожа. То есть, если есть склонность к пигментации, притом эта пигментация любого генеза может быть, кожа будет осветляться. То есть, если, например, мы используем данную программу в комплексе на осветление, то тогда, конечно, нужно делать эту процедуру чаще будет. То есть, допустим, там, ну, раз в 5 дней нужно будет ее делать. Но об этом мы поговорим обязательно чуть-чуть позже, как использовать программу электропилингов именно на осветление кожи. Ну, именно при пигментации, да? Да, Потому да, что там да. же, если кожа сухая и пигментация, там немножко другая история. Да, здесь точно так же, да, круговыми вот линиями вот этот участок, где больше всего. Родинки Да, обходим, да? родинки обходим и линейно уходим на периферию. Что по ощущениям сейчас? Ну, по ощущениям сейчас особо я ничего не чувствую. Ну, вот только на лбу вот здесь, вот в этой части я чувствовала легкое покалывание. Ну, у меня интенсивность маленькая, я напомню, да, для того, чтобы чувствовать посильней. Сейчас я взяла немножко каплю геля для дезинкрустации на кончик пальцев, которыми держу рукоятку манипулы, и это усилит ощущения. Подбородок еще мне хочется свой проработать. Здесь у меня есть там, что проработать чуть-чуть. Так, что еще? Если есть какие-то воспалительные элементы во время процедуры, мы также их обрабатываем. Если это не вот такой воспалительный элемент, да, то, ну, обычный, стандартный какой-то, небольшой, ну, как, например, головка спички, то тогда мы прям этот воспалительный элемент можем прорабатывать. Это, кстати, у меня закончилось уже время процедуры. Сейчас расскажу про воспалительные элементы. Если это, повторю, маленький воспалительный элемент, мы прям прорабатываем по воспалительному элементу. Если это крупный, к примеру, вот такой кабанчик сидит, и он болезненный во время процедуры, тогда вы его по периметру обрабатываете, прорабатываете и как будто стараетесь его присобрать, приоформить. Если он болезненный во время процедуры, не нужно его там жать, пытаться выдавить. Но по краю вы можете это все делать. Дальше на аппарате я меняю режим. Он автоматически у нас сейчас переключился на плюсовой и время 5 минут. Опять-таки, мне этого времени будет достаточно. Вы для себя можете увеличить время до 10 минут. Я меняю манипулу на крупную и буду закрывать поры с нашим праймер-гелем. Еще знаешь, что я вот так увлеченно тебя слушала, пятна постакне. Да, вот я начала говорить о пигментации, и я отвлеклась куда-то и забыла, что пигментация любого генеза, включая пигментацию постакне, и вот застойные такие явления, такие синенькие пятна, они называются правильно гемоглобиновые пятна, вот их очень хорошо также прорабатывать таким образом, как я рассказывала про воспалительные элементы, то есть вот прям по этому пятну прорабатываем. Они быстрее будут рассасываться, и кожа будет приобретать такой здоровый ровный цвет. Что еще хорошо вообще вот применять, если все-таки есть склонность к высыпаниям, и очень часто образуются вот эти застойные синюшные пятна постакне, мне еще нравится, как работает мист-концентрат. Но его нужно регулярно использовать, не просто после одной процедуры с Мезоформ Про. Он улучшает микроциркуляцию и вообще с воспалительными элементами работает очень здорово, поэтому в обязательном порядке каждый день по утрам распылять мезомист. Ну, там прям результат уже будет ощутим прям с первых дней применения. Хорошо смываем гель для дезинкрустации. Обязательно после контакта с водой нам нужно протонизировать кожу еще раз тоником с АХ-кислотами. Сейчас я еще разочек смою. Я думаю, мне уже видно, освежилось лицо. Я же говорю, у тебя показаний особенно нет. Но зато мы будем знать теперь, как делать электропилинг. Да.
Так, это мы все сделали. Дальше тоник Саха. Сейчас, то есть мы проработали 5 минут с минуса, ты переключила режим на плюс, и сейчас будешь работать с плюса. Да, и закрываем поры. То есть мы их открывали, очищали, обязательно смыли средства, потому что то, что у нас было в порах, оно все вышло вместе с гелем. Мы это все смыли водой, тонизируем. После контакта с водой обязательно тонизируем. Так. Теперь нам нужен праймер. У меня такой большой флакон, очень удобно, надолго хватает. Так, 5 минут я оставляю себе на то, чтобы закрыть поры. Вы можете выставить время на 10 минут, и у нас так описано в бьюти-гиде. Наношу большую каплю. Распределяю по щечке. Нос. Подбородок. То есть мы обязательно после того, как мы сделали чистку, должны поменять режим на плюс и сделать вторую часть программы с плюса, правильно? Да. Так. И здесь наши стандартные движения по массажным линиям. Можно двигаться линейно, плавно, от центра лица к периферии. А что еще дает вот вторая часть программы с плюса, кроме того, что мы закрываем поры? Дополнительно еще мы получаем увлажнение кожи. Такой приятный бонус. Даже обладатели сухой кожи знают, что иногда там либо сезонно, либо в течение дня хочется увлажнить кожу, напитать ее. Ну, еще, наверное, то, что алоэ, да, который у нас в Да, праймере. заживляющий эффект, иммунитет кожи повышает в составе сок алоэ вера. То есть, опять-таки, если мы говорим о противовоспалительных процессах, то это у нас на этапе, когда мы работаем с положительного полюса. Так, я сейчас покажу, что мы делаем с подбородком. То есть здесь такие круговые движения мы выполняем. Интенсивность сильно выставлять не нужно. Наша задача сейчас закрыть поры, восстановить все процессы, которые вот мы изначально простимулировали. Немножко на лоб. Ну и обязательно акцент делаем на носу. Если вам неудобно крупной насадкой прорабатывать нос, хочется посильнее прям поработать, вы можете заменить ее на манипулу для деликатных зон и проработать этой насадкой нос, крылья носа. Если вы прям видите, что очень сильно там открылись поры у вас и нужно их закрыть, можно оставить маленькую насадку. Либо изначально проработать, допустим, 5 минут все крупно, а потом уже локально нос там 3 минуты, например, еще. Ну, то есть основное показание, это вот как в бьюти-гиде у нас указано, что один раз в 7-10 дней Да. выполняется программа, если есть показания к данной программе. Кроме случая, о котором ты говорила по поводу осветления, Да, с пигментации. осветлением там чуть-чуть другой протокол будет. А если вот стандартно, да, например, там девочки ходят на какую-то механическую чистку раз в месяц, то данная программа, если ее использовать раз в неделю, будет вполне полностью замещать травмирующие чистки. Так, и с левой стороны. Такую программу мы можем применять даже на подростковой коже. Примерно там с 14 лет.
можно делать. Программа электропилинг еще очень хорошо работает на коже, которая чувствительная, склонна к куперозу. И иногда бывает, что даже такую кожу хочется почистить, но в то же время девочки не ходят ни на какие программы, потому что травмирующие программы, дополнительная нагрузка на сосуды, а почистить кожу хочется. То программа электропилинг с Mesoform Pro, она показана даже для девчонок с чувствительной кожей. Ты где-то по 3 прохода, да, делаешь? Да. Сейчас я тут добавлю гель сразу же на лоб. То есть, когда мы с плюса работаем крупной манипулой, я прорабатываю в основном линейно, двигаюсь снизу вверх. Когда делала с минусового режима манипулой для деликатных зон, я наоборот спускалась сверху вниз. А назад я поднимаюсь снизу вверх. Чуть-чуть я не уложилась. Еще минутку мне. Подбородок линейно прорабатываем. Если он у вас такой аристократический, как у меня, можно сделать, как я говорю, обезьянку на расслабление. Не нужно сильно открывать рот. То есть чуть-чуть, чтобы разровнять ткани под нижней губой. И немножко лоб. Лоб мне хочется все время наверх. Когда работаем, стараемся кожу не смещать. И легенькая фиксация есть в конце. А что дает? Ты сейчас показала на расслабление. Режим плюс, он биорелаксирующее действие какое-то оказывает? Да. Уловили вы мою мысль. Когда мы работаем с плюсового режима, вот многие девчонки тоже спрашивают, зачем плюсовой режим? Вот плюсовой режим, он нам дает дополнительную релаксацию, увлажнение. И когда мы работаем, например, с плюсового режима и с гелем с праймером, мы еще получаем дополнительную такую защитную функцию коже придаем. Но это уже благодаря свойствам именно средств праймер-гель. А когда вот рассматриваем только в фокусе сами режимы, то мы получаем релаксацию зон, где все в гипертонусе у нас, например, находится, вот здесь вот в основном, и круговая мышца глаза и лоб.